Полицейские расследования, скандалы с запрещенными веществами и экстренные заявления из-за границы. Нет, это не сценарий нового криминального триллера. Это реальная жизнь Серенай Саракая прямо сейчас. Что грозит главной звезде Турции по возвращении в Стамбул? И почему в прессе зазвучало страшное слово «арест»? А пока одни отбиваются от следствия, другие тайно устраивают личную жизнь в Европе. Афра Сарачоглу, закрытые двери Мадрида и влиятельный бизнесмен. Но знаете, что самое странное в этой истории? Даже не то, с кем она проводит ночи, а то, как эта поездка может ударить по ее карьере. Причем здесь разница в возрасте. Кенан Мирзаоглу и ревность его законной жены Синем Камбал? Поверьте, там пахнет такой закулисной интригой, от которой волосы встают дыбом. И если вы думаете, что на этом потрясение заканчивается, то выдыхать рано. Сегодня мы разберем, почему Демет Оздемир начала публично стирать коллег из своей жизни, превращая простые отписки в настоящую драму. Посмотрим на Джадна Имана, который одним провокационным кадром из спортзала снова заставил весь интернет буквально потеть от обсуждений. Выясним, почему сериал «Розы и грехи» экстренно сворачивают на финал раньше времени, и какую хитрую игру затеяла Лизге Джамерт. И главное, я настоятельно советую вам досмотреть этот выпуск до самой последней минуты, потому что в конце мы обсудим то, что ударит по каждому из нас. Жесткая отмена эфиров, Курбан-Байрам ломает телевизионную сетку, и выход ваших любимых сериалов, включая «Далекий город» и «Это море переполнится». Они оказались под огромной угрозой. Кто уйдет на темную паузу, а кто все-таки прорвется в эфир. Сегодня у нас выпуск, где смешалось все. Тайные романы, угрозы тюрьмы, грязные слухи и настоящие факты. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай. Мы начинаем с Афры Сарачоглу, потому что то, что сейчас происходит вокруг ее имени, невозможно игнорировать. Жизнь Афры Сарачоглу давно превратилась в захватывающий сериал, за которым зрители следят, затаив дыхание. И кажется, прямо сейчас мы с вами наблюдаем за началом совершенно нового, непредсказуемого сезона. На этот раз все взгляды устремлены на Мадрид. Турецкая пресса буквально взорвалась заголовками. Нашу любимицу якобы заметили в Испании, и не одну. Рядом с ней бизнесмен Пайрас Есмаоглу. Согласитесь, имя для нас с вами не самое привычное. Это не коллега по съемочной площадке и не экранный возлюбленный. И именно поэтому сразу возникает жгучий интерес. Кто же этот мужчина? И что на самом деле кроется за их совместной поездкой в один из самых красивых городов Европы? Но давайте сделаем паузу. Я долго собирал эти факты по крупицам, и знаете, на что хочу обратить ваше особое внимание? На одно маленькое, но критическое важное слово. Это «якобы». Открытые источники говорят лишь о догадках. Никаких официальных заявлений от самой Афры и никаких признаний от ее близких нет. Написать в газете «Афра и Пайрас встречаются» было бы слишком самонадеянно, а вот сказать, что пресса обсуждает их возможную встречу, это уже честнее и уважительнее к чужой тайне. И тут, дорогие зрители, мне очень хочется задать вам вопрос. Как вы относитесь к подобным новостям? Верите ли вы в газетным заголовкам, когда актрису просто видят рядом с мужчиной, или все-таки ждете, пока человек сам откроет свое сердце? Такая история недавно была из Ханды Эрчел, где взяли за заголовок старую новость. Ведь сколько раз на нашей памяти обычная дружеская прогулка стараниями журналистов превращалась в роман века, который потом лопался как мыльный пузырь. Конечно, полностью игнорировать такие разговоры невозможно. Афра сейчас находится на таком пике популярности, когда любое ее появление рассматривают под лупой. Поклонников можно понять, они искренне желают ей обычного женского счастья. Тем более, что в кулуарах уже шептались, якобы Афру и Пайраза ранее видели вместе в Копенгагене. Когда одно сообщение накладывается на другое, невольно думаешь: ага, значит дыма? Нет без огня. Но в мире турецкого шоу-бизнеса этот принцип работает иначе. Иногда дым пускают специально, а иногда настоящий огонь тщательно оберегают за высокими дверями особняков на Босфоре. Афра же пока предпочитает молчать, и возможно именно это благородное молчание сильнее всего подогревает интригу.
Пусть мадридская история останется для нас красивой, но пока не разгаданной загадкой. Но если вы думаете, что на этом сюрпризы заканчиваются, вы ошибаетесь. Прямо сейчас вокруг Афры закручивается совершенно другой сюжет. Забудьте о случайных прогулках. Речь идет о ее карьере, новом грандиозном проекте и партнере, имя которого заставляет трепетать всю Турцию. И вот там, поверьте, история становится по-настоящему взрывоопасной. И вот здесь имя Афра Сарачоглу звучит совершенно иначе. Давайте оставим романтические слухи о Мадриде. В конце концов, сплетни приходят и уходят. А вот выбор нового проекта – это уже репутация, высокие ставки и главный вопрос – поверим ли мы, зрители, в эту новую экранную историю? Речь, конечно же, идет о сериале «Аби», который у нас чаще называют «Семья – это испытание». Именно главных героев с самого начала произвели эффект разорвавшейся бомбы. Афра Сарачоглу и Кенан Имирзааглу, представьте себе этот дуэт. С одной стороны молодая, выразительная, находящаяся на пике славы Афра, а с другой Кенан, настоящая глыба турецкого кинематографа. Мужчина с тяжелым, магнетическим взглядом, которого мы с вами знаем и любим годами. На бумаге это звучит как стопроцентный шедевр. Ну а закулисье турецких сериалов бывает коварным. То, что красиво выглядит в глянцевых журналах, не всегда легко воплотить на съемочной площадке. Известный турецкий журналист Мехмет Устюндак поделился неожиданным инсайдом, что якобы Афра с самого первого дня сомневалась в этом проекте. И знаете, что по слухам могло стать камнем преткновения? Мы, кстати, об этом не раз уже говорили. Это разница в возрасте с Кенаном. И вот тут, дорогие зрители, я хочу спросить вас предельно откровенно. Напишите в комментариях, для вас важен возраст актеров, когда они играют влюбленных? Или настоящий талант и искра в глазах способны стереть любые цифры в паспорте? Споры об этом идут жесткие. Одни требуют естественности на экране, другие готовы простить все ради красивой искренней сказки. И согласитесь, обе стороны можно понять. Но давайте будем справедливы к Афре. Пока она сама не нарушит молчание, мы не вправе утверждать, что именно возраст Кенана заставил ее сделать шаг назад. Это громкий заголовок, который отлично подогревает интерес, но мы с вами люди мудрые, такие слухи лучше держать на расстоянии вытянутой руки. Однако не успели утихнуть эти разговоры, как грянул новый гром. Появилась совершенно невероятная деталь. Поговаривают, что в новом сезоне проекта может появиться Синем Кабал. Да-да, законная супруга Кенана Имирзааглу. Согласитесь, мимо такого поворота пройти просто невозможно. Одно дело профессиональная игра, и совсем другое, когда рядом с твоим экранным партнером появляется реальная жена. Внимание прессы моментально переключилось. Начинаются сравнения, догадки, пересуды. Подумайте сами, уважаемый актер, его красавица-жена, молодая амбициозная партнерша и слухи о возможных заменах. Это же готовый сценарий для отдельного захватывающего сериала за кадром. В этой истории пока слишком много вопросов без ответов. Останется ли Афра? Увидим ли мы Синем? И как это отразится на самом сериале? А быть может, это вообще хайп перед предстоящим новым сезоном. Но пока мы гадаем, что происходит за закрытыми дверями продюсерских центров, на горизонте появляется совершенно иная история. Забудьте про фанатские догадки и споры о возрасте. В нашей следующей главе всплывает имя Серенай Саркая. И поверьте, в новостях, которые вы недавно слышали, где звучит это имя, каждое слово нужно взвешивать с ювелирной точностью. Там все гораздо запутаннее. Ну а теперь, дорогие зрители, мы открываем главу, где эмоций хватило бы и на десяток сериалов, но торопиться с выводами нам с вами категорически нельзя. Речь пойдет, конечно же, о Серенай Саркая. Ее имя неожиданно всплыло в турецкой прессе в связи с одним очень громким расследованием. И я сразу хочу сказать предельно откровенно, это не та тема, где можно размахивать ярлыками, плодить пугающие заголовки и заранее назначать виновных. Одно дело оказаться упомянутой в рамках процессуальной проверки, ну и совсем другое, когда вина человека доказана судом. А здесь этого нет и в помине. Давайте разбираться с ювелирной осторожностью.
По сообщениям прессы, в отношении Серенай было принято решение о доставлении до дачи показаний. И что же началось? В некоторых вольных пересказах это мгновенно превратили чуть ли не в арест. Но мы с вами должны понимать разницу. Турецкая юридическая формулировка означает лишь вызов для стандартных процедур. Да, это неприятно, да, это звучит тревожно, но это абсолютно не значит, что на человеке можно ставить крест. И почему я так горячо на этом настаиваю? Вы знаете, как это бывает. Сегодня кто-то ради лайков написал «ее задержали», а завтра эту сплетню подхватили другие, а послезавтра в комментариях уже выносят приговор. А разгребать эту кашу из домыслов потом приходится годами. Поэтому мы с вами будем опираться только на сухие факты. Хотя этих расследований за последнее время в турецкой индустрии слишком участились. А факты таковы. Сама Серенай в этот момент находилась далеко от турецких берегов, на итальянском острове Сардиния. Поездка была давно спланирована, актриса повела себя достойно, она не стала прятаться, а сразу заявила, что узнала о новостях, находясь за границей. Она заверила, что вернется на родину при первой же возможности и выполнит все требования закона, и, конечно, поблагодарила тех, кто искренне за нее переживал. Согласитесь, в этих словах чувствуется огромное желание успокоить свою аудиторию. Для миллионов зрителей Серенай это не просто лицо с обложки. С ней живут, ее обсуждают и ее, конечно же, любят. И такие тревожные новости ранят поклонников в самое сердце. Но переживать за любимую актрису и бросаться обвинениями – это разные вещи. И вот здесь мне хочется задать вам очень важный вопрос. Напишите в комментариях, замечали ли вы, как быстро в наше время новости о знаменитостях превращаются в безжалостный суд толпы. Человек еще даже не успел ничего сказать, власти еще разбираются, а в интернете диванные эксперты уже все решили и осудили. Честно говоря, от этого становится немного не по себе. Люди, но ведь завтра в такой ситуации может оказаться любой другой артист, которого мы с вами уважаем и любим. Но в нашем выпуске имя Серенай Сарыкая звучит не как имя скандальной героини, нет-нет, а как имя живого человека, оказавшегося в центре тяжелого испытания. Мы не будем устраивать из этого ярмарку дешевых слухов, мы поступим мудрее, будем внимательно следить за развитием событий, без суеты и поспешных вердиктов. Поверьте, сила по-настоящему качественных новостей не в том, чтобы сильнее надавить на ваши эмоции. Сила в уважении к правде. И зритель всегда чувствует, когда с ним говорят честно, не подсовывая кричащую пустышку. Ну а теперь после этой по-настоящему напряженной истории нам с вами просто необходимо выдохнуть и сменить ритм, потому что наша следующая новость несет в себе совершенно другое настроение. В ней нет суровых расследований, полицейских протоколов и тревоги. Но зато там есть красавчик Джан Яман, спортзал и всего одна фотография, которая заставила женские сердца в социальных сетях биться в 2 раза чаще. После тяжелой истории Серенай нам с вами действительно нужно немного перевести дух, выдохнуть, потому что турецкий шоу-бизнес – это не только бесконечные скандалы, суровые расследования и тревожные паузы. Иногда хватает всего одной фотографии, чтобы социальные сети вспыхнули, а поклонницы с улыбкой сказали: «Ну вот он, Джан Яман, снова напомнил, кто здесь главный». И именно это произошло буквально на днях. Джан поделился новым, казалось бы, совершенно рутинным кадром из спортзала. Актер тренируется, держит форму. Что тут такого необычного? Но давайте будем честными, когда речь заходит о Джане Ямане, слово «обычно» просто перестает работать. У этого мужчины такая мощная, бьющая через край энергетика, что даже простой снимок с тренировки моментально становится главной темой для обсуждения. Поклонники со всего мира, от солнечной Италии и Испании до заснеженной России, снова восхищаются его железной дисциплиной, статью и той самой харизмой, которая давно сделала его звездой далеко за пределами Турции. Знаете, можно сколько угодно спорить о глубине его ролей, можно обсуждать, кому он нравится, а кому категорически нет, но отрицать очевидное бессмысленно.
Джан Яман виртуозно умеет держать публику в тонусе. У него давно и прочно сложился образ настоящего мужчины. Мужчина, который знает себе цену, работает над своим телом до седьмого пота и прекрасно понимает, как эффектно подать себя в кадре. И вот здесь мне очень интересно ваше мнение. Как вы считаете, дорогие подписчицы, для актера такой блестящий внешний вид – это просто красивая картинка на радость фанатам или все-таки важнейшая часть профессии? Согласитесь, в современном кино идеальная форма иногда говорит громче любых диалогов. Актер может месяцами не давать больших интервью, не вступать в публичные споры. Но стоит ему выложить один такой кадр и все, аудитория уже на крючке. Все гадают, к чему он так усердно готовится. Не намек ли это на новую грандиозную роль? Конечно, мы не будем делать из этой фотографии мировую сенсацию, но такие легкие и светлые новости нам в выпусках просто необходимы. Они создают удивительное чувство близости. Вот они, наши любимые герои. Живут своей жизнью, потеют в спортзале, читают заслуженные комплименты и радуют нас своей улыбкой. Но пока Джан Яман купается во внимании публики, в совершенно другой части турецкого шоу-бизнеса назревает интрига куда более тонкая. Там нет красивых фотографий, нет громких заявлений и нет никаких официальных объяснений. Есть лишь одна крошечная, едва заметная деталь из социальных сетей. Но как мы с вами знаем, именно такие детали порой кричат громче любого интервью на первых полосах газет. Речь идет о Демет Оздемир и Джерен Бендерлиоглу. Внимательные поклонники заметили одну настораживающую вещь. Актрисы отписались друг от друга, и теперь весь турецкий интернет ломает голову. Это просто случайная оплошность, минутная слабость, и за этим скрывается настоящая глубокая обида, о которой нам пока не рассказывают. Но прежде чем мы начнем разбирать, что там учудила Демет Оздемир, позвольте мне небольшое отступление. Самое главное я специально оставил на финал нашего выпуска. В конце мы будем разбирать экстренную отмену серии из Курбан-Байрама. И поверьте, новости там такие, что график ваших любимых сериалов на этой неделе может сильно измениться. Так что ни в коем случае не выключайте видео, чтобы потом не искать, куда пропала новая серия. И еще один важный момент, дорогие зрители. Я всегда внимательно читаю ваши комментарии и вижу, что многие смотрят мои выпуски каждую неделю, но до сих пор не подписаны на канал. Давайте это исправим прямо сейчас. Сделайте небольшую паузу, спуститесь чуть ниже, нажмите на кнопку подписаться и поставьте лайк этому видео. Для вас это всего одно простое нажатие, а для меня огромная поддержка и стимул делать новости еще интереснее для вас. Нажали? Огромное вам спасибо за доверие. Ну а теперь возвращаемся к нашей драме. Что же заставило Демет Оздемир публично отписаться от коллеги? И почему зрители увидели в этом настоящий скандал? Давайте разбираться. В центре нашего внимания оказались Демет Оздемир и Джерен Бендерлиоглу. Зоркие зрители забили тревогу. Демет удалила коллегу по сериалам «Мечта и шефа» из своих подписок. И как это водится, из одной искры тут же разгорелось пламя слухов. Что произошло за кулисами? Была ли это ссора? Неужели на съемочной площадке повисло тяжелое напряжение? Я предлагаю не торопиться размахивать флагом конфликта. Никаких официальных заявлений нет. Ни Демет, ни Джерен не обронили ни слова. Но почему же тогда эта крошечная деталь так взбудоражила публику? Все дело в самой Демет Оздемир. Мы с вами привыкли видеть ее лучезарной, открытой и мягкой. Она славится тем, что умеет выстраивать теплые и искренние отношения с коллегами. И когда вокруг такой светлой актрисы вдруг начинает веять холодком, зритель моментально настораживается. Согласитесь, дорогие зрители, сегодня закулисье интригует нас порой даже больше, чем сам сюжет на экране. Кто с кем дружит, кто кого перестал замечать. Из таких, казалось бы, бытовых мелочей фанаты часто собирают целую драму. Но давайте, мои хорошие, будем объективны. Эта драма может оказаться просто мыльным пузырем. Отписка в интернете может означать ссору, а может ровным счетом ничего. Человек мог просто наводить порядок в телефоне и мог случайно нажать не на ту кнопку, а мог просто решить отделить свою личную жизнь от работы. В этом же и кроется главная ловушка социальных сетей. Поклонников «Мечты шефа» сейчас волнует лишь только одно.
Не отразится ли это скрытое недопонимание на качестве самого сериала? Не пострадают ли совместные сцены актрис? Могу вас успокоить, пока со съемочной площадки никаких тревожных сигналов не поступало. А значит, делать из мухи слона мы с вами не будем. Давайте оставим эту историю в зоне легкой интриги. Как думаете, дорогие мои, действительно ли эта отписка тайный знак ссоры? Или мы все уже слишком привыкли искать черную кошку в темной комнате? Напишите свои мысли, мне будет очень интересно это прочитать. Но если история Демет пока окутана туманом догадок, то наша следующая новость не требует никаких расследований. Там все предельно ясно, практично и очень ожидаемо. У нас есть конкретная дата, любимый сериал и потрясающий поворот в судьбе главной героини. Речь пойдет о проекте «Розы и грехи», его долгожданном финале сезона. Нас ждет невероятное зрелище. Мы увидим, как скромная, робкая цветочница окончательно превращается в женщину, перед которой придется склонить голову. И поверьте, этот финал заставит нас с вами о многом додуматься. Ну а теперь поговорим о проекте «Розы и грехи». Турецкие источники принесли неожиданную весть. Создатели решили перенести финал сезона. Изначально мы готовились к развязке уже 20 июня, но теперь сериал уходит на каникулы на неделю раньше, 13 июня. Для нас с вами это четкий сигнал. Напряжение в сюжете достигло такого предела, что сценаристы хотят поскорее обрушить на нас главный поворот. А мы ведь прекрасно знаем, как турки умеют снимать финалы. Оборвут историю на самом болезненном месте, а ты потом все лето гадай, как они из этого будут выпутываться. И это они умеют мастерски, тут, конечно, не поспоришь. Но самое вкусное в преддверии финала – это безусловная линия Зайнеп. Давайте просто оглянемся назад. Какой она была в первых сериях. Робкая, пугливая цветочница, совершенно незаметная на фоне влиятельных и властных людей. Настоящая девочка для битья. А что происходит сейчас? На наших глазах эта хрупкая девушка расправляет плечи и буквально вгрызается в свое право быть значимой частью могущественной семьи Теджер. Ее больше нельзя просто так отодвинуть в сторону. И знаете, дорогие зрители, я уверен, именно за такие моменты мы всем сердцем и любим семейные саги. Ведь в этом кроется потрясающая жизненная правда. Сколько раз в реальности мы видели подобное? Живет себе тихая женщина, терпит, уступает. Все вокруг думают, она промолчит, она не ответит. А потом внутри словно что-то ломается, и вдруг появляется сталь в голосе, появляется достоинство во взгляде. Женщина начинает принимать решения, которые долгие годы принимали за нее. Зайнеп больше не хочет быть безмолвной пешкой. Она выходит на свою собственную партию. И мой вам искренний совет. Смотрите ближайшие серии предельно внимательно. В турецких драмах перед финалом не бывает случайных сцен. Небрежно брошенный взгляд за ужином, холодная полуулыбка, одна недосказанная фраза. Все это обязательно выстрелит. Войти в такую семью, как Теджер, где у каждого в шкафу свои скелеты и корыстные интересы – это огромное испытание. Там нельзя оставаться мягкой, тебя просто сломают. Или ты научишься держать удар, или проиграешь. И Зайнеп явно выбирает первое. Но главный вопрос остается открытым. Кому из семьи ее новая сила встанет поперек горла? И пока одни зрители с замиранием сердца ждут развязки этой экранной драмы, в реальной жизни турецкого кинематографа назревают свои, не менее острые сюжеты. Следующая наша история не о сценариях и ролях, она о настоящей живой карьере молодой актрисы, которая внезапно оказалась на распутье. Поклонники ждут ее возвращения. Ну а в ответ тишина. Речь, конечно же, пойдет о Лизге Джамерт. Ну а теперь давайте немного сбавим градус. У нас на очереди история совсем иного толка. В ней нет скандалов и интриг, за которыми все бегут комментарии или громких разоблачений. Но для тех, кто по-настоящему разбирается в турецком кинематографе, эта новость говорит о многом. Речь пойдет о том, как строится карьера и какой неочевидный выбор порой приходится делать любимым актерам. Просочилась информация, что талантливая Лизге Джамерт якобы решительно отказалась от всех летних проектов. Актриса взяла паузу и намерена вернуться на экраны только в большом осеннем сезоне. Сразу оговоримся,
Официальных заявлений пока не звучало, поэтому мы не выдаем, что это стопроцентный факт. Но давайте просто вдумаемся в саму логику такого решения. Мы с вами прекрасно знаем, как устроена турецкая индустрия. Лето – это время легких, почти невесомых историй. Романтика, отпускное настроение, красивые пляжи. А вот осень – это уже настоящая, тяжелая артиллерия. Это время глубоких семейных драм, сильных сценариев и жесточайшей конкуренции за зрителя. И если Лизге действительно решила дождаться осени, это вовсе не значит, что она сидит без работы. Скорее наоборот, это значит, что девушка не хочет размениваться на первое попавшееся предложение. Она ждет материал, который позволит ей сделать мощнейший шаг вперед. Мы помним Лизге по ее прекрасным драматическим работам. У нее есть та самая редкая притягательная мягкость, за которой ее так любят камеры. Но внутри этой мягкости чувствуется стальной стержень, и для такой актрисы самое страшное – это застрять в одном амплуа. Ведь зритель привыкает очень быстро. Пару раз сыграла милую, страдающую девушку, которая молча терпит удары судьбы, и все. Режиссеры больше ничего другого не предложат. Ну а карьера идет в гору только тогда, когда актриса не боится показывать новые грани. Возможно, Лизге как раз и ждет именно такую героиню. Женщину с характером, со сложным внутренним конфликтом. Ту, которая не растворится бледной тенью на фоне именитых партнеров, а громко заявит о себе. И вот здесь мне очень хочется узнать ваше мнение, дорогие зрители. Как подсказывает вам жизненный опыт? Что правильнее для молодой артистки? Мелькать на экране постоянно, соглашаясь на проходные роли, лишь бы о тебе не забыли? Или все-таки набраться терпения, выдержать паузу и дождаться по-настоящему сильной истории? Напишите в комментариях, мне будет очень интересно узнать ваш взгляд. Для поклонников паузы любимой актрисы это всегда грустно. Но мы должны понимать, что по ту сторону экрана все выглядит иначе. Турецкий зритель невероятно требователен. Он за секунду считывает, когда актера берут просто за красивое личико в откровенно слабый проект. И иногда один вовремя сделанный шаг назад спасает годы карьеры. Поэтому давайте отнесемся к этому затишью с уважением. Ведь Лизге не исчезнет, она, вероятно, просто очень тщательно выбирает свой следующий ход на этой шахматной доске шоу-бизнеса. Ну а пока актеры делают свой нелегкий выбор, телевизионные боссы уже сделали свой, и касается он нашего с вами расписания. В Турцию приходит великий праздник Курбан-Байрам, а значит привычная сетка вещания неизбежно ломается. И здесь мы подходим к нашему финальному, но очень важному блоку. Так что же будет с новыми сериями проектов «Далекий город» и «Это море переполнится» в эту праздничную неделю? На этой неделе в зону риска попали два прекрасных проекта «Далекий город» и «Это море переполнится». Что касается «Далекого города», то тут источники говорят почти уверенно. Новой серии не будет, и телевизионных боссов можно понять. В праздники люди уезжают к родственникам, гуляют, отдыхают, и рейтинги очень быстро падают. Никто не хочет рисковать сильной серией в полупустом эфире. Поэтому, дорогие зрители, не спешите паниковать. Пауза – это не закрытие сериала и не катастрофа, это просто сухой телевизионный расчет. Но нашему-то зрительскому сердцу от этого не легче. Мы же знаем, как коварны турецкие сценаристы. Оборвут серию на самом безумном моменте, когда нервы натянуты как струна. А ты потом 2 недели ходишь и думаешь, ну что же там дальше? Терпение просто трещит по швам. А вот с проектом «Это море переполнится» ситуация и вовсе запутанная. Информация в прессе меняется каждый день. То серию отменяют, то все-таки обещают показать. И знаете, я не буду ради громкого словца кричать вам «Сериал отменили». В нашем с вами кругу честность важнее дешевых сенсаций. И мой вам совет, если вы ждете именно эту историю, просто загляните в официальную программу канала в день эфира, чтобы не трепать себе нервы слухами. И на этой ноте мы с вами словно закольцовываем наш сегодняшний разговор. Как же стремительно, как ярко живет мир турецкого кино. Сегодня мы гадаем, с кем отдыхает Афра в Мадриде, а завтра с тревогой читаем новости о Серенай Сарыкае. Потом любуемся железной дисциплиной Джана Ямана, ищем скрытый смысл в отписках Демета Сдемир и, затаив дыхание, ждем взросления Зайнеп в финале «Роз и грехов».
За эти невероятные живые эмоции мы и любим турецкие сериалы. Но в этом бурном потоке новостей так важно сохранять ясный ум. Слух называть слухом, а сложную личную драму уважать, а не превращать в балаган. Я уверен, что рассказывать о звездах можно увлекательно, остро, но при этом достойно. И именно так мы будем делать это с вами и дальше. А теперь, дорогие мои, ваша очередь. Обязательно пишите в комментариях, какая тема сегодняшнего выпуска зацепила вас сильнее всего. Верите ли вы в тайные романы Афры? Что думаете о возможном возвращении Синем Кабал? И, конечно, ждете ли вы финала Роз и Грехов 13 июня? Делитесь своим мнением, я с огромным удовольствием читаю каждый ваш отклик. Если вам было уютно и интересно провести это время со мной, не забудьте поставить лайк этому видео и обязательно подписывайтесь на канал Любовь и Мечты, если вы еще не с нами. Впереди у нас еще столько интересного, и мы, как всегда, разберем все спокойно, вдумчиво и с душой. До скорых встреч, мои дорогие!